эти разломы в МОКу ты пройдешь даже с рандомами. Сегодня, ребята, я вам покажу, как пройти все разломы первого сезона первой недели в МОКу на все 5 звезд. Начнем с первого разлома Тупик. Для его прохождения вам понадобится взять 2 скорострела и техноперчатки. То есть вот мы начинаем со старта, мы мобов не убиваем, идем дальше. Главная цель сейчас это дойти до босса. После того, как мы дошли до босса, мы собираем мобов в кучку и разносим их сплэш уроном, стрел с техноперчатками, одновременно подхиливая наших тиммейтов. В принципе, можно попробовать взять 3 хедбэнгера, либо 3 ядовитых лука. Но я проходил именно таким билдом. Если у вас нет техноперчаток, можете просто взять 3 лука. Я думаю, таким образом тоже можно пройти этот разлом, и у вас не возникнет каких-либо сложностей. Следующий разлом это отработка ударов с 2 игроками. Здесь вам нужно взять ядовитый лук и хедбэнгер. То есть также суть в том, что вы собираете всех мобов в кучку, применяете первую способность лука, чтобы поставить на них метку, и активируете вторую, чтобы нанести по всем урон. Ну а хедбэнгер будет просто танковать. Если же у вас нету ядовитого лука, вы можете взять в принципе 2 хедбэнгера и на изи пройти этот разлом. Хедбэнгеры, я думаю, есть у каждого. Следующий режим — церемониальная площадь. Это охота за очками. Для новичков, возможно, этот разлом покажется самым сложным, но на самом деле в нем ничего сложного нет. Для его прохождения вам нужно взять 3 ядовитых лука, собрать всех боссов на карте в одну кучку, также поставить метку и наносить таким образом урон второй способностью. Здесь очень важно избегать атак монстров, ведь на луке довольно сложно хилиться, так как способность исцеления копится очень долго. Но в целом этот разлом можно пройти даже с рандомами, взяв ядовитый лук. Также можно попробовать взять ядовитый лук, хедбэнгер и скорострел, если вы хотите пройти именно тимой, а у кого-то, возможно, ядовитого лука нет. Также можно попробовать электролет и лавовый щит, если у кого-то из вас нету ядовитого лука. Я думаю, запсикл или ядовитый лук, какое-то из этих оружий у вас точно будет, так что я думаю, вы этот разлом точно пройдете на 5 звезд. Следующий разлом это вдвойне двойной прыжок. Ну тут на самом деле тоже ничего сложного нет. Вы просто берете 3 хедбэнгера, бежите к боссам, собираете их всех в кучу и разносите их с помощью ульты. Как по мне, это, наверное, самый простой разлом этой недели. В принципе, можно постараться и на лучшее время, взяв 3 ядовитых лука. Но если у вас нету ядовитых луков и вы хотите просто пройти разлом на все звезды, можно просто взять 3 хедбэнгера. Если у вас нет команды, вы можете просто взять хедбэнгер либо ядовитый лук и попробовать как-то пройти с рандомами. Я думаю, сложности у вас не возникнет с этим разломом. Следующий разлом это бой в канализации. Ну здесь на самом деле тоже довольно все просто. 2 игрока берут техноперчатки, другой игрок берет ядовитый лук, чтобы быстро уничтожать весь спам монстров. Перчатки же будут наносить урон по боссу, ну и также одновременно атаковать мобов и хилить команду. В принципе, можно попробовать просто взять в команде 3 техноперчатки и легко пройти этот разлом. Если уже у вас нету 3 техноперчаток, попробуйте взять 3 скорострела. Ну или если вы играете с рандомами, попробуйте взять скорострел, либо техноперчатки, ядовитый лук, ну или можно также попробовать запсикл, если у вас нет ядовитого лука. Возможно, у вас уйдет много попыток, не знаю, но если никто не будет умирать, я думаю, довольно легко будет пройти этот разлом, так что я думаю, у вас сложности с этим не возникнет. Ну а теперь, наверное, самый сложный и в то же время самый простой разлом с папашей — сумеречная засада. Тут тоже довольно ничего сложного нет, все, что вам нужно, это взять 3 техноперчатки. Имейте в виду, что когда вы используете способности техноперчаток, у вас на некоторое время ускоряется атака, поэтому прожимайте ее почаще, чтобы нанести папаше намного больше урона. Когда же он вылупляет яйца, вы просто переключаете способность на множественный урон, стреляете также по папаше, ну а электричество будет отскакивать и наносить урон по яйцам, так что вам не нужно вручную бегать по каждому яичку и уничтожать его. После того, как вы снесли яйца, вы просто переключаетесь на одиночный удар и снова бьете папашу. В этом разломе очень важно избегать атак папаши, потому что если кто-то из тиммейтов умрет, можно сказать, что этот разлом вы проиграли, если у вас ядра недостаточно прокачаны. В этом разломе также можно взять ядовитый лук, хедбэнгер, но техноперчатки, я думаю, в этом разломе обязательно. Какое-то из этих 3 оружий вы можете в принципе взять, если вы играете с рандомами. Также можно попробовать скорострел, не знаю, запсикл, поэтому я думаю, папашу вы легко пройдете. Но лучше, конечно, проходить в команде, так как вы команде объясните, что надо делать, а рандомы будут играть как им попало, но в принципе самому тоже можно пройти. Чего сложного я в этом не вижу. Главное просто избегать атак и не умирать. На все звезды, я думаю, вы точно пройдете, не говоря уже про просто прохождение. Прохождение, я думаю, вообще изи. Так что вот такие разломы, ребят. Извините, что, возможно, поздно записал этот ролик. Я, в принципе, его вообще не планировал на этой неделе, но решил такой записать. Может, кому-то было полезно. Если это так, поддержите меня лайком, и, возможно, я буду записывать ролики по разломам практически сразу, когда они появляются. То есть появляются они где-то в четверг, возможно, в субботу я буду выпускать ролики по разломам. Так что спасибо всем, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Ну а с вами был Покадиш, спасибо всем за просмотр. Всем пока!